Сотрудники одного из местных приютов увидели тощую собаку. С первого взгляда стало ясно, что питомцу требуется срочная помощь. Волонтеры заметили, что у собаки недавно были роды, значит, где-то рядом должны быть маленькие щенки. Судя по внешнему виду, она выкармливала щенков, но сотрудники службы, занимающиеся защитой бездомных животных, нашли только ее. Их очень взволновал этот факт, ведь без мамы новорожденные щенки не смогут выжить. Уточнив, где именно была найдена собака, волонтеры Лиззи и Марсель отправились к указанному месту. Однако домов в округе было слишком много, и поиски могли затянуться. И хотя рядом была четвероногая мама, идти к месту, где могли быть щенки, она не спешила. По счастью, помочь людям решила местная жительница, которая показала, где приблизительно могут быть щенки. И в этот момент собака принялась уверенно идти вперед. Волонтеры отправились следом и, наконец, подошли к дому, который утопал в густой зелени. Он был обшит сайдингом белого цвета, а между фундаментом и землей было довольно большое пространство. Именно оттуда послышался писк, а в следующее мгновение там оказалась собака-мама. Она ловко юркнула и тут же принялась кормить голодных щенков. Маленькие комочки очень хотели кушать, поэтому ни на секунду не отпускали кормилицу, которую заждались. А между тем, умилительную картину наблюдали волонтеры. Они решили, что оставаться здесь нельзя ни щенкам, ни маме. Эта местность привлекает змей, которые могут причинить вред четвероногой семье. Но как достать малюток? Лиззи и Марсель решили, что в первую очередь нужно выманить маму. Как только малыши поели, девушка достала пакет с вкусняшками и предложила их собаке. Изможденную и голодную питомицу уговаривать долго не пришлось, и вскоре она выбралась из укрытия. Собачку поймали и посадили в переноску, откуда она с тревогой наблюдала за происходящим. Затем настал черед за малютками. Щенки боязливо выглядывали и пищали, опасаясь незнакомых людей. Впрочем, самого крупного и смелого малыша Марселю удалось достать одной рукой, а вот с остальными пришлось повозиться. Самый последний был крохотным и очень нервничал, поэтому забился глубоко под дом. И тогда Марсель решил туда забраться, чтобы достать кроху. Парень очень рисковал, ведь в любую минуту могли появиться змеи, да и опасных насекомых в траве хватало. Лиззи смотрела на происходящее с замиранием сердца, но попытка молодого человека оказалась удачной. Четвертый щеночек, весь коричневый, с белыми носочками на лапках, наконец-то был спасен. Теперь им не грозил ни голод, ни хищники, ни непогода, ведь их забрали в приют. Вскоре малыши подрастут, и тогда им наверняка найдут замечательных хозяев. Ну а мы очень рады, что собака привела волонтеров к щенкам и дала людям возможность спасти их. Дорогие друзья, если вам понравилась история, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания.